По поводу пенсионеров очень интересная новость прошла. С января, оказывается, огромное количество пенсионеров не получили пенсии. Такие, да что такое? Оказывается, они приняли закон, и весь 25-й год надо было всем пенсионерам-переселенцам, а это Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская, некоторые еще из Крыма остались. Короче, то есть все вот эти переселенцы, все, кто пенсионеры за границей, должны были через пенсионный фонд подтвердить, что они не получают пенсию из России. Какая разница? Ну, то есть, он же заработал свою пенсию в Украине, где бы он ни находился в мире, он как бы должен получить эту пенсию. Но они задержали эту выплату, потому что ты должен через ДИЮ, на портал пенсионного фонда зайти и так далее. Этого многие не сделали, и поднялась буча, поднялась прям, серьезная проблема. Подожди, а как же, а где пенсия, ребята? Тут виходить міністр соцполітики Улютін. Питання пенсії, була інформація про те, що начебто є призупинки пенсії, виплати пенсії в Україні, особливо людям із ВПО. Дайте роз'яснення, що сталося. Я очікував це питання. Дивіться, Ми задаємо ті питання, які цікавлять українське суспільство. Це правильне питання. Ще у 24-му році було прийнято закон, відповідно до якого всі громадяни, які з тимчасово окупованих територій або за кордоном переїхали, або проживають на тимчасово окупованих територіях, мають пройти ідентифікацію. Це перше. Друге, цим законом також було внесено необхідність декларативно цих людей повідомити, що вони не отримують виплати від країни-агресора. На це все... То есть идентификация, что ты живой. Где ты, за границей, или ты переселенец, у тебя пенсия назначена в областях определенных, что ты живой и не получаешь от России ничего. Це було витрачено 25-й рік для того, щоб пройти ідентифікацію, і частина людей, яка не пройшла ідентифікацію, ми не знаємо, чи ці люди є, але будемо казати так, частина рахунків була призупинена. Впродовж січня місяця ми продовжували намагатися зв'язатися з цими людьми, і частина вже відновилась. Таке ми дозвонились, пенсійний фонд провів роботу. Они никому не звонили, они просто объявили и все. Реально, никому не звонили. Ты обязан, как? Иди в пенсионный фонд, иди на сайт, вот и все, доказывай, что ты жив, и декларируй, то есть сам скажи нам, а мы так с прищуром на тебя посмотрим и поверим, что ты от России ничего не получаешь. Інформаційно це було доведено, що, в принципі, людина, коли не отримала пенсію, пішла ідентифікуватись для того, щоб повідомити, що да, вона є, вона тут, в Україні, вона декларативно заявить, що вона не отримує будь-яку підтримку від РФ. Таким чином ми відновили пенсію. Перше, що хочу сказати, пенсія не скасовується, вона призупиняється. Як тільки людина проходить ідентифікацію, вся сума буде повернута і нарахована на картки. Це перше. Друге, яким чином можна пройти ідентифікацію? Перше, що хочу сказати, це до дітей. К детям. То есть, смотрите, иными словами, это цифровой загон. Реально, там сотни тысяч пенсионеров не получили пенсии в январе, потому что у них нет ДИИ, у них нет смартфона. Нет у пенсионера смартфона. Вы помните программу Зеленского «Каждому пенсионеру по смартфону»? Все еще так смеялись, думали, нет, так это вот и поэтому, и в том числе. Так если тебе государство дает смартфон, так учись им пользоваться, да, там, разбирайся с детьми и так далее. И вводи такие вещи. А пенсионеры из неподконтрольных, переселенцы, пенсионеры-переселенцы, там, часть за границей, вообще ни сном, ни духом об этом не знали. Значит, у них нет ДИИ, у них нет... у них кнопочные телефоны. И вот он сидит, министр нам говорит, на полном серьезе, да, говорит, к детям идите. К детям. Каким? Которые разбежались, разъехались, сидят, прячутся или на войне, или те, которые уже погибли. Людей пенсійного віку, до дітей саме, що якщо є можливість, допоможіть їм пройти ідентифікацію. Це можна зробити через ДІЮ, через сайт пенсійного фонду. Це найпростіші два елементи, тому що не потрібно нікуди йти. Третє – це пройти відеоідентифікацію, подати заявку.
в означений час зв'язатись, показати документи і пройти ідентифікацію. Нікуди ходити не потрібно. Це робиться прямо з свого приміщення. І якщо ці 3 елементи неможливо зробити, ну, наприклад, людина не має підпису, дія підпису, або дії немає, або не дає можливість зробити саме якісь гаджети, то можна піти у відділення пенсійного фонду. В разі, якщо людина маломобільна, має інвалідності або будь-які речі, які не мають можливості прийти в відділення пенсійного фонду, людина може зателефонувати в пенсійний фонд і просто запросити до себе працівника пенсійного фонду, щоб пройти таку ідентифікацію. Тобто такими шляхами ми зараз можемо це зробити. В будь-якому випадку це не наша придумка, це норма закону, ми маємо її виконувати і зараз намагаємося максимально зробити все можливе для того, щоб люди були поінформовані, яким чином пройти ідентифікацію, а також надати дані про те, що вони не отримують виплати СРФ. Знову ж таки, це не будь-які довідки, це просто декларативно, проактивно заявити, що да, я не отримую. Тобто не треба ніякі справки, нічого. Просто декларативно сказати, що не отримую. Норму закону маємо виконати. Більше того, вчора ми також з громадськими організаціями, які опікуються ВПО, провели зустріч, була дуже конструктивна. Домовилися, що вони також через свої канали проінформують якомога більшу кількість людей для того, щоб вони все-таки змогли це пройти. Ми зі свого боку пенсійного фонду дали установку, що вони мають сконцентруватися саме на цьому, максимально зфокусувавши увагу свою на роботі саме з людьми, по яким заблоковані такі виплати. То есть, значит, зачем это сделано, если так по сухому остатке? Чтоб не заплатить. Январь месяц для бюджета очень тяжелый. Вот есть, например, такие вещатели, например, там, ну, бывший Первый канал, Гостелерадио, сейчас Суспильно. Им зарплату не платят постоянно в январе. Выплачивают потом, бог знает когда, потому что бюджетная дыра начала года, и они ее проскочили. Бюджет в режиме, ручном режиме. И вот этим сотням тысяч пенсионеров не заплатить 1 месяц, потом они кинутся, спохватятся, что-то как бы, а как жить, да, пенсионеру? Конечно, он спохватится, побежит в пенсионный фонд или начнет там куда-то звонить, как-то там привлекать, ДИЯ, не ДИЯ, даже с кнопочным телефоном, пытаться что-то выяснить, а где моя пенсия. Они, во-первых, всех пересчитают живых, а, во-вторых, сэкономят. Так низко, причем повод этот, ну, жив, не жив, как бы это не повод. То есть пенсионный фонд не должен у тебя это спрашивать. Но норма закона была. Ты должен заявить, что ты не получаешь ничего от России. Приходи и заяви. То есть доказательств ты можешь получать в России пенсию. Но зайди на сайт, поставь галочку, что я не получаю. А месяц провернули. А вот нормально, а вот перетоптались. Но это же целый год нужно было, там идентификация. А все равно вот нужно, а вот месяц нужно, понимаете? Насколько плачевная ситуация. Но он говорит, у нас все хорошо. Смартфонов, правда, у пенсионеров нет. И лишняя головная боль. Причем это пенсионеры-переселенцы, эвакуированные, уехавшие, лишенные. Пенсионеры. Даже с ними придумали, как их водить за ниточку по кругу. Чего уж говорить уже об ухилянтах. Их тоже такое ждет. Приди в ЦНАП. Перепиши номер своего Старлинка, если он у тебя есть. Пожалуйста, мы тебе его зарегистрируем. А там что? Там ТЦК. А как у нас работает ТЦК? Конечно, уже совсем по-другому. При новом-то министре обороны. Прям сноуборд, понимаете? Он лежит, они его прям поэтому тихо поземка и шурша, понимаете? Що ви робите? Що це за такі права? Що це таке витворяє? А вот полицейские. Ну, это ж как бы, да, это ж... Там блогер с бабкой поссорился, а они сидели, мониторили соцсети. То есть, представляете, полиция сидит, мониторит соцсети. А вдруг закон кто-то нарушил? Бережет правопорядок и наше спокойствие. А тут у него спрашивают, что это такое? Що так у людей є? Забирати, я розумію, війна. Йому пояснювати. А якби вас отак за ноги тягнули? Кожного Що ти з вас. сказав, десь бився з ним? Це взагалі якийсь безпреділ повний робить. Да, беспредел полный. Що все? Ну и все. Запхали. Так би кожного отак з них за ноги. І кажуть, чого ви? З хати вийшли? Ну, там они, это что, с хаты вытащили или не с хаты?
Ну, вот Одесса, пожалуйста. Человека конкретно вытаскивают из автомобиля. Конкретно. Проезжает другой автомобиль. И пакуют, вот суют в этот бус. Вот этот бус мчится и уехал. Ковель. Остановка. Люди пытаются отбить. Но не получается. В рукопашную приходится отбивать. Ну и люди, понятное дело, сидят и реагируют должным образом. Некоторые, правда, пытаются вступаться, и некоторых получается отбиваться, а некоторые, те, которые вступаются, они еще и военные бывшие, представляете, на реабилитации или там после ранения. Значит, в Черновцы стоит машина, его останавливают. Полицейские, ну те, которые вот это, соцсети мониторят за правопорядок. Тут недавно нацполиция глава Выговский выходил и говорил, вообще-то вот это ТЦК, они порочат мундир полиции, да и вообще вот это все, это мобилизация, ну что вы, ну как бы все в общем неправильно, надо от этого отходить. Каждый день, говорит, на ТЦКшников нападает Выговский. Каждый день. Говорит, подождите, так это же и ПСО. Те, кто показывает, те, кто распространяет, те, кто там у себя делится этими видео, они же агенты Кремля. А каждый день на ТЦКшников нападают. То есть стоит ТЦКшник, и 3 полицейских вытаскивают мужика из машины. Ну, то есть, тут выскочили пареньки. Пареньки, давай говорить, а что происходит, а как так, а что это там, да, вот это все. ТЦКшник тут. Менты ему говорят, отошел. Ну и все. Сказано, отошли, не отходят. Тут взял баллончиком, всех задул. Эти страдают, матерятся и рассказывают, елки-палки, так я же за тебя воевал. Давай, говорит, со мной на Херсонское направление. Черновцы. Снежки кидают в них. Давай зі мною, нахуй, на Херсонщину, на острова, ти пі***. Хлопці, спасіть. А нічого не сделаем, сука, та кабіна. Помогайте, давай, помогайте всем, что вы стали. Пробити їм колеса. Женщина, конечно, верх спокойствия. Смотрите, значит, этого втроем пихают, тот вырывается, они его запихивают дальше. Эти, которые говорят, давай со мной на Херсонское направление, я тут с реабилитацией вернулся, вот это вот тут такой беспредел, захлебывается, ну, кашель у него от этого слезоточивого газа, да, и каким-то таким спокойным тоном, ну, точно и ПСО, понимаете, ну, точно и ПСО, говорит, пробейте ему колеса. Пробейте колеса. В полицейской машине, говорит, пробейте колеса. И снимает, стоит. Ой, курица. Перекрийте дорогу їм. Пробийте їм колеса. Пробийте їм колеса. Ну, в общем, они бодались, потом его повалили. Чем закончилось, неизвестно. Тут, ну, в общем, жуть какая-то, понимаете? Жуть какая-то. И это вот все, это вот называется тыл, понимаете? Это называется тыл.
Киев? Думаете, как-то по-другому? Да нет. Вот что бывает после того, как вытаскивают из машины. Ось стоїть братана машина, блядь, ще їхав на доставки, ще доставка в машині, блядь. Не дали піпи навіть переїхати, на спецполосі стоїть, як її не забрали, блядь, на аварієчки. Каже, блядь, дайте хоч припаркуюсь, каже, ні, мені похуй. Каже, блядь, остановили мінти, він же ж їм сказав, що, блядь, я не в розиску, типа нічого там щось не буду показувати, якого остановили. Він набрав, через 2 секунди підлітає бус, вискакує 4, каже, в масках, нахуй. Підлетіли, блядь, витягує цю хуйню, каже, або щас вікно розбиває, або відкриває. Ну, каже, щоб вікно не били, прийшлося відкрити, витягли, нахуй, не дали ні машину припаркувати. Це сука, це хуже нахуй бурятів, блядь, в рот. Це, блядь, свої, блядь, не сука. Это хуже бурятов, это свои. То есть, смотрите, ну, молодой человек явно со словарным запасом специфического толка. Он как бы он не матерится, он разговаривает так, да? И вот он доносит нам историю. Говорит, братанчик, доставщик, ездит на машине, ну, там, доставляет. Уклон там, доставка какая-то там. Ну, понятно, что таксует, понятно, что это. Значит, ее остановили. Говорит, нет, подлетает бус, 4 человека, сразу раз и все. Хуже, говорит, бурятов, понимаете? Бурятов, которыми всех пугали. Каже, блядь, в Шевченківському ТЦК, це каже, в Бориспільській він попадав там ще ним, блядь. Тут, каже, під що робиться, блядь, усіх. Ну, йому повезло, що не получив пизд. Каже, типа, об стовпа, блядь, він кричить, йому 21 год, він каже, мені похуй, розкує, блядь, йому шльома, нахуй, на лобі. Короче, другого привезли, вообще двері виламали, нахуй, не відкривало, це ж, і, блядь, машина стоїть вообще відкрита, блядь, отак серед дороги, блядь, і пізд. Да, машины бросают открытые среди дороги. Недавно был случай Тесла на аварийке. Открытые окна, все открыто, а человека нет. Испарился. Вы знаете, как вот эти все мистические штуки, когда, я забыл, как это называется, когда вот человек проваливается сквозь землю, от него такой дымок остается, и все. И вот сидел же на этом месте, а его не... Это ТЦК. Телефони позабирали, в общем, цей, каже, я не буду ВЛК проходити, то каже, блядь, щас посадимо тебе, блядь, в комнату 3 дні, ні води, ні їди, блядь, все равно пройдеш сам. То есть, ну, это вот называется вот эти байки, да, ну, как бы рассказы, ну, то, что байки, друг другу, из уст в уста. Вот это народный фольклор, он так выглядит. Вот так он выглядит. То есть, мы тебя посадим на 3 дня без еды, без воды. Конечно, ты пройдешь ВЛК. То це прийшов ВЛК, то каже, хорошо, що там, каже, я кажу, що документи є у мене, типа, що я виграв суд, рішення суду, типа, що я опікун малого, ну, один остався, батько. Короче, каже, блядь, ти зробив відстрочку, ні, блядь, ну то все, потім будеш увольнятися, якщо, блядь, це я зараз, каже, повезло, що там. То есть, сделал отстрочку, не сделал, ну, все равно, потом уволишься, есть же у тебя основания. Мы тебя сейчас оформим, станешь солдатиком, ну, у тебя основания есть, потом уволишься. А мы что? А мы галочку в плане поставили. Пару ТЦКшників було нормальних, та він з ними оце побазарив. Та розпечатали йому цю хуйню, але дали повістку до 6 числа, якщо він це все не пройде, то, блядь, пошуршить, їбать, нахуй. Отакі от реалії нашого життя, блядь. Сидять сука, в себе ж на тут на місці, блядь, не треба нікуди далеко ходити. Зараз у нас дзвонить в уклон по доставці, бо ще люди ждуть їду, нахуй. Оце, блядь, з самого ранку віз. Я не знаю, як машину ще не забрали на спецполосі, оце стояли, не розрішили і паркунутися. Ну, вот так, еще и штраф появят, потому что у нас в спецполосе, вот это все, без никого. Вот такие реалии нашей жизни. Реалии нашего життя. А по поводу плана люди уже все четко видят. Доброго дня. Снимай, как, смотрите, эти люди, значит... А чому ви закрите лице? Ви призов... Полицейский закрывает лицо. Это тот, которого честь мундира, там, тот, который в военном положении по 30 000 гривен доплаты получает за то, что вот так крутит. Полицейский, да? Правоохранитель. Не поліції. Відкрийте, будь ласка, коли ви розмовляєте з людьми, щоб людина... Я хотел снимать, они порушили мое право... То есть он выбивает камеру. Ну так, а что ты выбиваешь? У тебя же бодикамера. То есть если что не так, по закону можно обратиться к этой твоей бодикамере. Или нет там бодикамер? Да нет, вроде есть. Третя стаття Конституції збирає інформацію, яка буде Это використана у 19 суді. статья Международного пакта про громадянские и политические права. Подождіть, Зобов'язані. на якій підставі конфіскували майно? Просто забрали. Сюда. В смислі обмежили? Поліція, ти що за руки хватаєш? Поліція, у тебе є повноваження, поліція. Покажи документы.
Поліція повноваження хватати за руки спочатку покажіть. Іди, людина, йди. Згідно 30 статті ми обмежуємо. Вирок суду. Для чого? Протокол затримання, а потім хватайте за руки, коли ви маєте законні підстави затримувати людину. Протокол затримання складається на особу. Правильно? На встановлену особу. Значить, якщо ви затримання. хватаєте людину, значить у вас є на неї якісь дані. Він скоїв злочин, і ви Ви хочете... чуєте? Ми нікого не хватаємо. Попросили документи. Все. Поліція, ми знаємо, що у вас є план, і якщо не він, то ви. Ми це все знаємо. Тому, будь ласка, до побачення. Ну и там дальше непонятно. В общем, они, короче, они попрощались, разошлись, отгавкалась женщина. Но она же сказала ключевую фразу. Мы знаем, у вас есть план, и если не он, то вы. И что он, и что он ответит? Ну и там как бы, да, там юридически, а мы вот не знаем, что это за человек. Так, а он нарушил, а мы не знаем. В общем, начинается эта казуистика дурная. Понятно, что она как бы правильно все разложила. Если не он, то вы. А то, как ведут себя, что этот мужик за рулем рассказывал, как ведут себя в ТЦК непосредственно, да? Ну так это же сами люди виноваты. Отримав повістку добровільно прийшов в ТЦК, так? І потім він за гроші хоче звідти вийти сам. Зараз. Ну, вибачайте. Такси це коли її встановлюють, розумієте? Важливо. Питання, хто її сплачує, розумієте? Корупцію породжує той, хто її платить. Люди винні. При чому тут Ну, це? ви Я хочете ще раз. зрозуміти. Корупцію породжує громадянин України, який сплачує. То есть вы понимаете, насколько этот мир постправды, этого идиотизма перевернулся? То есть, говорит, коррупция, потому что человек платит. Не платил бы, не было бы коррупции. Подождите, так таксу устанавливают. Таксу устанавливают. Нет. Коррупция – это потому, что человек платит. Поэтому она и есть. Сегодня умопомрачительная история от той же полиции, вот этой вот, да, которая, если не он, то ты, они сегодня раскрыли в Днепропетровской области схему, организованную преступную группировку. Знаете, чем они занимались? Они за 16 тысяч долларов брали человека из воинской части и доставляли в любую точку Украины. А за 40 тысяч долларов они брали человека из воинской части и вот СЗЧ и отправляли его за границу. Представляєте? Вільному залишенні місць постійного розташування військових частин або їх тимчасового базування. Зокрема, фіксуються випадки, коли особи організовують маршрути вивезення військових частин, забезпечують логістику, підроблені документи чи укриття. Такі дії не лише порушують закон, а й прямо підривають обороноздатність країни у воєнний час. Одну з таких груп викрили на Дніпропетровщині. Організував її діяльність 26-річний житель Дніпра. Як спільників залучив декількох мешканців області віком від 19 до 36 років. Перед тим, як залишити місце служби чи базування, клієнти зв'язувалися з організатором, той повідомляв їм місце, де на них вже будуть очікувати. Самовільно залишивши військові частини, вони прибували на визначену локацію, звідки їх доставляли до обраного клієнтами пункту. Вартість такої послуги становила від 12 до 16 тисяч доларів. За 40 тисяч доларів ділки могли переправити втікачів і через державний кордон. Щонайменше 5 осіб скористалися послугами злочинної групи. Для затримання організатора та учасників угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області Нацполіції та слідчі слідчого управління ГУНП Дніпропетровській області спільно із Дніпровською спеціалізованою прокуратурою сфери оборони Східного регіону провели спецоперацію. За силової підтримки бійців КОР та батальйону поліції особливого призначення затримали 9 осіб. Серед них 7 члени злочинної групи та 2 військовослужбовців, що самовільно залишили частину та скористалися послугами ділків. Усі вони затримані у процесуальному порядку. Слідчі поліції оголосили їм про підозру. За результатами обшуків правоохоронці вилучили гроші, понад 2 десятки мобільних телефонів, банківські картки, автомобілі, списки та фотокартки військовослужбовців, чорнові записи тощо. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. За скоєне і може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Ну вот так, 12 лет как бы людям, которые переправляли за границу или помогали людям уйти в СЗЧ, отправляя в любую точку Украины. Все спрашивают, так а что это за история? Ну вот почему так? Да потому что вот этот человек, который там Федиенко пытался оппонировать, это ветеран, значит, Симорос у него фамилия, да, тоже яркий медийный представитель, но говорит отличную, ну, для дискуссии, да, спарринг-партнер вот этих всех мечтателей. Тому що нам треба боротися за тих людей, які мають військовий досвід, які зараз з армії тікають правдами і неправдами. Люди стали радіти пораненню.
Я вам серйозно говорю, люди стали радіти пораненням. Люди думають, якщо відірве просто тільки трошки стопи, де за рахунок протезу можна навіть буде бігати. Люди мріють зараз про це, тому що неадекватно в піхоті сидіти 4-й рік і так далі. Ось настільки глибинна проблема у нас. То есть люди мечтают получить ранение. Чуть-чуть стопу оторвали, там где-то палец. Люди калечат сами себя. Эта история там у меня на канале, кстати, есть, да, с врачом, который занимается протезированием, или там, не то что протезированием, а спасает как бы конечности, имплантацией, короче, занимается. То протез — это когда тебе отрезают ногу и ставят новую, ну, деревянную или пластиковую. А имплантация, когда тебе пытаются туда зашить и как бы вот, ну, приживить вот это вот все внутри, операцию делают, чтобы у тебя это была своя нога, да, не чужая, своя. Ну, или это рука, или там, не знаю, у кого что. Так он рассказывает простые истории. Он поднимает руки в окопе, все, там, отстрелило пальцы, отстрелило там руку, все это ранение, там, забинтовали жгутом, все. И косят, бегут. Если есть некоторые... Заработали же вот в боевых, да, 14 или 40 тысяч долларов. Вот, пожалуйста. Но это же люди виноваты, они же платят. Нам же только что целый народный депутат вслух об этом сказал из оборонного комитета. В країні, і, на жаль, я не бачу реальне бажання. Я б відмітив, що у української влади є бажання, якби вони тверезо сказали би про всю проблематику, яка є в країні. Вони про це не говорять, жодних реальних кроків, жодних реальних дій вони не говорять. Використовують Верховну Раду як майданчик для політичного піару на цю тему і так далі. Але слухайте, ну про що говорити, якщо ці покидьки не спромоглися навіть солдату-стрільцю, і не тільки рядовому складу, підняти грошове забезпечення, у якого зараз заробітна плата менше, ніж у охоронця в Києві. Ну, про що ми говоримо? Про яку мотивацію ми говоримо в армії, про які зміни ми говоримо? Да, зарплата меньше, чем у охранника в Киеве. Речь идет о тыловых, ну, которые боевые не получают. Да, а чего? Эти депутаты, они себе подняли. Зачем? Они подняли себе. Вот, пожалуйста, сегодня сообщили, что ГБР вообще этих ТЦКшников, да, то есть в Киевской области разоблачили и сообщили о подозрении офицеру районного ТЦК. По версии следствия, начальник группы обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества. Название, конечно, канцелярное, но тем не менее. Короче, ТЦКшник неоднократно бил мужиков ногами и сам снимал это дело на видео. Ну, нормально. Нормально. То есть, понимаете, но нам рассказывают же совершенно о другом. Нам говорят о том, что ТЦКшники – это вообще, ну, как бы лучшие люди. Вибачте, в нас є деяка частина суспільства, яка дозволяє собі чинити опір мобілізації, тому що держава досі все ж таки, вибачте, тілиться і не вживає належних заходів, не вживає того, як треба це робити. Але вибачте, в нас є і трошки більші частини суспільства, завдяки яким ми досі не програли цю війну, і завдяки яким ми з вами зараз спілкуємося. Тому Дикий что сейчас делает? Он как бы переворачивает песочные часы. Ну, пингвиновид дикий, у которого там тоже дела по растрате на икру, пингвины, ну, пингвинам икры, коньяк в Антарктиде, станция научная. Он сейчас переворачивает, он говорит, что нормальных людей больше. Ну, ровно то же самое, что делает вот эта, которая танцевала на Киевском море. Говорит, больше нормальных людей. А вот этих мало. Ну, вот этих. Но они активные, говорит. сказати, що українське суспільство чинить опір мобілізації, це м'яко кажучи некоректно. От цей опір чинить невелика частина українського суспільства, яка просто абсолютно знахабніла від безкарності. То есть это наглецы, которые обнаглели от безнаказанности, нападают на ТЦКшники и сопротивляются ТЦКшникам, представляете? І да, от ця безкарність – це абсолютно пряма провина керівництва нашої держави. Бо просто не дають команду ФАС поставити цю частину суспільства на належне місце. От, але думаю, до речі, що вже назріла та ситуація, коли ця команда ФАС прозвучить, бо просто немає інших варіантів. Ну, не дают просто команду ФАС, понимаете? А дали бы команду ФАС, ну так сразу всех бы поставили на место. А сейчас что, не ставят на место? Не, ну сейчас не ставят. ТЦКшники вообще, это такие люди. Вообще, вот у ПЦУ сопротивление ТЦКшнику – это грех. На официальном уровне митрополит Зінкевич об этом заявил. Сутність нашої держави – це мілітарна держава. І іншого виходу немає. Суть государства Украина – это милитарная Украина. Другого пути нет, говорит митрополит ПЦУ. Це великий позор, коли українська нація бореться з ТЦК. Позор.
Хто таке ТЦК? Що таке ТЦК? Хто ці люди в ТЦК? Це Ангелы Божьи, воплоти. визначені державою. Конкретні особи, задачою яких є збирати військо для захисту України. Ось щось таке, що таке ТЦК. Хтось не хоче. Так, звичайно, суспільство ділиться на ті, які раптово йдуть воювати, готові вмерти. Є частина суспільства, які готові йти, коли їх призвуть, самі не йдуть. І така частина суспільства є. А є ті, які в душі своїй не можуть воювати. І якщо держава не визначить порядок і не виховає велику кількість тих, які захищати будуть Україну, то тих ждунів буде дуже багато, і вони будуть пострікати. Бий ТЦК. Смотрите, какая очень интересная мысль. Значит, есть какие-то ждуны, которые подстрекают бить ТЦК. То есть даже эта овца заблудшая бьет ТЦК. Искушению поддавшаяся. Хіба ми не пам'ятаємо, як губернатор покинув приміщення своє, поїхав обратно, тому що перекривають дорогу, ждуни, очолені церквою, перекривають дорогу, щоб не А, так это ждуны еще и от ПЦУ. Вы поняли? Ждуны перекрывают дорогу. УПЦ, простите, УПЦ. То есть каноническая церковь – это ждуны. А вот эти – это молодцы. мобілізовувати. Хіба це не 2014 рік? Не 2016 рік? Не 2017 рік? Це задача губернатора заспокоювати людей на цій території. Хіба не патріотичний виклик душі нашої йти захищати батьківщину? Ось що роблять сьогодні ждуни. Виховують зневірятися у владі, зневірятися в Україні, зневірятися. Вот, ждуны. Ждуны. Удар по вере наносят. Представляете, ждуны. Вообще, конечно, эти размышления о том, что ну, это же просто. Это вот он мне напомнил герой Ефремова из «Дня выборов». Помните? Ну, сейчас Ефремов вышел, там спектакль готовит. Ну, батюшку играл в «Дне выборов». Вот это вот прям и то как-то, и то похлеще. Похлеще. Очень негативный персонаж. И он вот рассказывает там. Но лучше, конечно, на тему молитв рассказывает Корчинский. Якщо вам стало відомо про який-небудь гріх нашого верховного головнокомандувача, то зверніться до Бога, щоб він допоміг нашому верховному головнокомандувачу позбутись цього гріха. Поняли? Если известно, что Зеленский нагрешил где-то, ты к Богу обратись, помолись за Зеленского, чтоб убрал у него это нечистое это все. Кто-то, видимо, помолился, и Миндича, видите, не стало, накрыли. Помолился кто-то, Ермака сняли. А то он такой какой-то чернокнижник. Але на перехрестях не пашталакайте. Допустимо лаяти лише цивільних чиновників не вище мера міста. От далі уже не потрібно в умовах війни. Це важливий момент. І так ми маємо поводити себе до завершення війни. То есть ты можешь ругать чиновника, но не выше уровня мэра города. Вот если кто-то старше губернатора, вообще не трогай. Ты что? Грех это? Нельзя это? Когда слушаешь вот этих священников, вот этих проповедников, я, если честно, ужаснулся сначала вот этой новости. Это новость из местных ровенских пабликов. Ну, вот есть такая серия там региональных, Труха, да? Ну, то есть там Труха и какой-то регион. Это Труха ровно. Кто-то на мусорник выбросил иконы в Ровенской области. Люди говорят, что это не впервые находят подобное. Ну, то есть, понимаете, мы до чего дошли? Иконы в мусор. Зеленский согрешил. ТЦК сопротивляться грех. В армию надо идти прям вот с 18 лет. Конечно. Ми велична нація. Підготовлена. Величественная нация, которая выбрасывает иконы. Конечно. Ми повинні, от дивіться, я ще раз, от мене сам найбільше ображає, чому ми з 18 років не призиваємо в армію. Ну це ж елементарно. Де цей Залужний, чому він не запропонував? У нас на західних теренах стоїть купа бригад. Ну зробіть, дайте шанс юні з 18 років, на рік призвали. Звільніть. Дайте їм можливість, вони повинні знати, вони рік прослужили на Заході, вони знають, яка зброя, вони знають, що таке однострій, вони розуміють, що таке армія. Звільнили. Через 2 роки ще раз призвіть.
І так зробіть. І тоді, коли йому буде 25 років, він вже буде свідомий того, як захистить своє життя. Ми не даємо шансу юні. Не даємо. Не даем. Вы понимаете, мы просто им не даем шанса. А все почему? Потому что вот Зеленский сомневается. Тут не про те, що це їх вибір. Это он рассуждает о судьбах тех молодых ребятах, которые уехали за границу, которых он же отпустил на фоне катастрофической паники вокруг НАБУ Майдана. Помните летом? Мій погляд, дуже хотілося б допомогти тим військовим, які на фронті, у яких через те, що іноді бракує хлопців, немає ротації. І це було б дуже справедливо, щоб вони мали відпустку, щоб вони мали можливість побачити рідних, близьких, просто відпочити, просто, знаєте, як повертатись іноді в обійми своєї сім'ї, що дуже важливо, як дає тобі енергію. І я думаю, що такі хлопці, які поїхали, могли би, безумовно, допомогти. То есть смотришь, надо же возвращаться в объятия. Они там сидят вот это в этих окопах, понимаете, вот. И эти люди могли бы помочь. Но, а мы помним, что сказано до «но», то... Але при цьому, те, що я бачу на фронті, А он что видит на фронте? людина довіряє тому, хто поруч з тобою. Бо знає, що вони тримають якийсь напрямок. І знає, що якщо його підведе тут 1, 2, 3 людини, і вони побігуть, то він може загинути, тому що він буде один. Представляете, какие глубокие познания у Зеленского, верховного главнокомандующего о фронте. Это он чешскому рассказывал радио. І тому дуже важливо не тільки кількість, а людей, саме, щоб вони розуміли, що вони роблять на фронті. Що вони розуміють, яка це відповідальність. Не тільки за державу, а навіть за цю людину, яка поруч з тобою, що вона не може залишитись на самоті. І тому іноді кажуть, що ось той, хто побіг, його треба зараз забрати і на фронт відправити. І я розумію ці емоції, вони у всіх є, але треба це запитати хлопця, який там на фронті, чи він зможе довіряти цій людині, або не зможе. Тобто це таке питання, на яке так, просто не відповіси, тому що різні люди, є різні причини. И разные причины, понимаете? Какой все-таки глубокомысленный человек, философ у нас. Философ Зеленский. Как же повезло-то с Зеленским. Как вообще? Как повезло. Вы понимаете? Ни с кем так не повезло. А еще повезло с министром иностранных дел. Да. Тут вышел вчера, причем так внезапно вышел, никто не ожидал, вручавший Трампу премию мира от ФИФА, футбольной федерации, ассоциации, да, Джанни Инфантино. И он заявил, что готов обсудить возможность снятия запрета на участие российских команд в международных турнирах. Говорит, нельзя запрещать мальчикам и девочкам играть в футбол. Мы должны это сделать без сомнения, потому что этот запрет ничего не достиг, он лишь породил больше разочарования и ненависти. Ну, так вот. Было бы полезно, если бы девушки и парни из России могли играть в футбол в других странах Европы. Мы на самом деле никогда не должны запрещать ни одной стране играть в футбол. Из-за действий ее политических лидеров кто-то должен поддерживать открытие связи. Сборные клубы России были отстранены от турниров под эгидой ФИФА в феврале 2022 года. Во время вторжения вот этого 22 года, да, и поэтому, в общем, в декабре во время жеребьевки чемпионата мира 26 года, он в Америке в том числе пройдет, Инфантино вручил премию вот этого мира. Но Сибига, почему можно им гордиться? Почему? Он настоящий боец. Моральные дегенераты назвался тех, кто... Ну и фактически назвал президента ФИФА моральным дегенератом. Зашил это вот как.
679 девочек и мальчиков никогда не смогут играть в футбол, Россия их убила. И она продолжает убивать, в то время как моральные дегенераты предлагают снять запрет. Несмотря на то, что Россия не прекратила войну, будущее поколение будут рассматривать этот позор, напоминающий Олимпийские игры 1936 года, которые были организованы в Германии нацистским режимом. Вот так вот написал глава МИД. Представляете? Так кто ж тут нацисты? Вот это ответил. Вот это молодец. То есть, понимаете, еще вполне вероятно, что вот это... Вообще, конечно, это тренд. Да? Вообще такой тренд. Все начинают возвращать российских спортсменов, или, по крайней мере, говорить об этом. Себе говорит, дегенераты. Вряд ли, я думаю, знает, кто такой Инфантини, кто такой Сибига, да? Какие у них уровни, там, развития и так далее. ФИФА борется за свой вид спорта. ФИФА борется вообще за популярность футбола. И они понимают, что все-таки Россия футбольная страна. Украина тоже футбольная. Она, конечно, хоть и играет, но, согласитесь, играла гораздо лучше, когда был мир. Да, и клубы, и футболисты, и все остальное. Но понимаете, какая вот история? Мы можем даже Инфантини обгадить. Мы можем даже президента ФИФА обгадить. Моральные дегенераты, говорит. А подумать невозможно. Но это потому, что ФИФА. Это потому, что все сразу становится понятно после этих кадров. Правду говорят. Усик, он там съездил в Таиланд. Но когда рядом с тобой менеджер, то можно сфотографироваться и с 2 российскими боксерами. А чё нет? Ради дела-то стоит. С кем не сфотографируешься еще и на ринге, правда? Все начинает оттаивать. Все начинает оттаивать, и все начинает проясняться. Настолько света много сейчас, что вот даже Лукашенко говорит, выключите свет. Выключите, говорит, свет. Как строил сегодня своих там. Меня еще что бесит и поражает. Вчера в 6 часов вечера вся Минская область светится. Горят огни. И это характерно для всех. Пеняйте сами на себя, будете платить минимум из своего кармана. Все на улицах фонари включены. Все сияет. Минская область и туда дальше. Все горит в 6 часов вечера. Зачем? Уже 7:30 можно отключить утром свет. На улице отключить. Особенно сейчас, когда снега много. На улице светло. Нет, все фонари горят. Вчера службе поручаю, разберитесь. Начали разбираться. Фотоэлемент у Турчина, а сейчас у нового губернатора не работает фотоэлемент. Чепуха полная. Отрегулируйте эти фотоэлементы, чтобы электричество автоматически с искусственным вашим интеллектом отключалось в 7 часов утра. И загорался свет не в 6 часов вечера, а в 8. Посчитайте, 4-5 часов горит вся страна, светится. Сколько мы тратим денег? Вот ваши подходы. Вы ошалели. Ошалели. Отличная точка нашего сегодняшнего шума. Просто ошалели. И тут я с Лукашенко, конечно же, согласен в отношении этого. Так, что у нас... все понятно. Все понятно. Все ясно. То ровно то, о чем мы и говорили, уважаемые друзья. Да, значит, сейчас свежее, Трамп, да, Трамп поговорил с колумбийским президентом. То, что подтверждает буквально завтрашние вот эти все вещи. Дональд Трамп об атаке России на Украину прошлой ночью. Пауза была до воскресенья. Путин сдержал свое слово. Пауза была с воскресенья по воскресенье. Срок истек. И он нанес по ним сильный удар прошлой ночью.
Нет, он согласился, он держал свое слово в этом вопросе. Это немало, понимаете? 1 неделя. Это мы примем любое время, потому что там действительно очень холодно. Но это было воскресенье и длилось с воскресенья по воскресенье. Что? 4 дня у россиян Пятница? Зеленский? Зеленский, пятница? А где твой Робинзон Крузо? Ермак? Ведьмак? Все стало на свои места. Они договорились заранее с воскресенья по воскресенье. Но никто об этом не знал. Ну, точнее как. Или знали, что еще хуже. Знали, но делали вид, что не знают. Это вообще просто провал капитальный Зеленского. Вот дела. Вот это я понимаю. Дональд Трамп, я хочу, чтобы он, Путин, закончил войну. Я говорил с ним, я хочу, чтобы он закончил войну. Ну, по поводу переговоров, понятно, так постарчески отвечает. Подписывает закон против шатдауна, собственно, да. Да, с воскресенья по воскресенье, вот и все. Так, ну понятно, биткоин падает. О, вот все, теперь вот Инфантино внесли в базу миротворец. Потому что он ранее заявил о том, что Россию надо допустить к международным соревнованиям, чемпионатам мира и в другие, скажем так, и другие турниры. Ну вот и все, понимаете? Как бы, здрасте, приехали. В миротворце у нас еще президента ФИФА не было. Дожили, как говорится. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что в этот эфир были вместе. Спасибо за поддержку, за суперчаты. Анна Салам, благодарю за то, что поддерживаете. Благодарю за то, что следите за новостями. Подведем итоги нашего опроса. Кто из военных был бы на позиции руководителя Украины наиболее лучший вариант? 3% Белецкий, 3% Залужный, 7% Буданов. Это так-то больше, чем в 2 раза больше остальных. Ну, а 87% считают, что нет, никаких военных. Я с вами солидарен. Я с вами солидарен. Президентом мира не ну как, он может быть военный, но не в этой части. Так а вы же заметили, что никто не раскручивает бывших военных, нынешних военных. Залужный, Буданов, там на пальцах одной руки. Белецкий тут вдруг вынырнул. А нормальных военных героев мы не видим. Ну, таких, имеется в виду, популярных. Не в шоу «Холостяк», а в каких-то таких, ну, вот, общественных движениях. Вот там, что вот они вот могут, они должны. Правильных. Поэтому я с вами согласен. Так, Александр, на ваш взгляд, Леонид Быков в своем творчестве был таким повстанцем, поющим червону калину, щеголяя при этом в светской форме, выступая в ряды Компартии. Какую позицию он бы занял сейчас? Я, знаете как, я думаю, что Быков в гробу переворачивается от того, что он видел бы сейчас. Вот. Я в плане позиций и в плане, конечно, веса, я думаю, что, знаете, это все равно, что сейчас, ну, для меня более плюс-минус очевидно. Мне кажется, что он бы занял такую же позицию, как Жванецкий. Ну, так бы ответил на ваш вопрос. Так, по поводу клуба зрителей. Давайте в клуб зрителей заглянем. Так, Анна, Александр, вы касались этого вопроса в эфирах. Файлы Эпштейна вообще рушат все устои. На их фоне какая-нибудь супружеская измена просто уже как поесть после 18. Примерно такой же грех. Как и многое другое. Есть у вас мысль обсудить эту проблему? Крушение морали. Например, с Павлом Щелиным. Ну да, в этом месте запланировано интервью с Павлом. Возможно, обсудим, конечно. Насчет того, что файлы Эпштейна рушат все, понимаете, в чем дело? Да. Но на это-то и расчет. Понимаете, на это и расчет.
Но расчет, опять-таки, все зависит от менталитета и все зависит от подходов. Насколько вообще в принципе вы цените жизнь, вообще просто жизнь другого человека? Мне почему-то кажется, что все в этом всем порыве список селебритис и всех других там политиков и остальных, а все забыли о девочках, о детях, о женщинах, судьба которых тоже несчастна. Все же как думают, вот это, понимаете, вот это вот эскорт, вот она пошла, там вот это среди богатеев. Не-не-не, вы забыли, что они это делали тоже живыми людьми. И тут еще одна такая грань вот этого многогранника вскрывается очень важная. Они тоже люди. И с ними так поступили. Почему мы о них не говорим? Прокуроры просили не публиковать. Они вывали этот материал ровно потому, чтобы там через полгода уже все там перемелилась мука была бы, понимаете, эти 93 эти файлы, эти миллионы, ерунда. Тысячи этих упоминаний всех на свете. Ерунда. Они вывалили сейчас, потому что сейчас там как бы до выборов все забудется. А Трамп выполнил обещание. Смотрите, вот, пожалуйста. Да, дерьмо полилось там на Трампа, на Меланию. Это действительно такой удар. Ну, а что? Ну, к выборам разрулится. Но тут же вопрос. А как вы относитесь к этим людям, которые пострадали? Прокуроры жертв, пострадавших, говорят, там много очень косвенных и прямых сведений. Жертв. Этого нельзя делать. Уберите. Но Трампу важнее обещания, чем какие-то вот эти люди. И точно так же и аудитория. Можно обсуждать Эпштейна, можно обсуждать там Эндрю этого принца, можно обсуждать, а Зеленский причастен, чему не причастен, а сколько раз упоминался Путин, Жириновский. Так о людях кто-то подумал? Нет. Вот вам и цинизм всего происходящего. Ну да. Сколько, интересно, Трамп девочек закопал на своем гольф-клубе. Да? Прям на гольф-клубе, гольф-поле портить такое дорогущее, копать лопатой. Да, действительно. Про детей, не про взрослых девочек. Нет, и про взрослых девочек, и про детей там речь. И про детей, и про взрослых. Если мы говорим... Вот мне нравится это. Шелест, не тебе рассуждать о Быкове. А кому? А кому на шуме еще раз кому рассуждать? Ну, кому? О чем вы, ребята? Не тебе. А то что? Вы знаете, мне кажется, что мы попадаем в такую... Она же, понимаете, она с двух сторон. Это как вот... Как-то палка о двух концах. С одной стороны, все говорят, нет, это же такие величественные фигуры, там не надо, нельзя ничего говорить, нельзя обсуждать. Это приводит к тому, что их не обсуждают, проходит время, всем становится плевать, памятники их сбивают, молодые всякие там девчушки и всякие там люди вообще не понимают, кто это. Им навязали мысль о том, что там это какой-то советский символ, и они вообще говорят, ну убирайте, да по барабану. Может, поэтому наоборот надо всем говорить о Быкове, всем говорить о Булгакове, всем рассуждать об их значении, как бы они думать, представлять, как бы они отнеслись к сегодняшнему дню. Поэтому вот это и есть эта ловушка. Только с одной стороны это только там какие-то вот, не знаю, там режиссеры могут рассуждать, историки культуры, историки просто. Или, например, с другой стороны, там никто не может рассуждать. Или, например, вот, да, там. И с другой стороны, давайте всех забудем. Вот и попадаемся мы на это. Вот и попадаемся. Так, Достоевский слишком, ну, понятно, обсуждение писателя, так раз и прекрасно. Да, потом появляются острова, это точно. Саша, привет, тему скоро кинуть? Я думаю, да, я думаю, скоро. Я, конечно, слушаю там вот это гривой машу, потому что мнение у каждого там из гостей, большинство сейчас, видите, как говорят, долго еще будет, долго. Нет, вот это не может долго продолжаться.
Ну, не может оно вот продолжаться долго. Вы видите, во что это вылилось? Я просто не знаю, сколько еще может Зеленский так позориться. Он зовет Рютте. Как ПВО Рютте не работает. Как стукачок Трампу или там почтальон Трампу тоже не работает. Как, хотя они Милоша поговорили по Гренландии, помните? Он начинает выдавать, говорит, у русских в неделе 4 дня, а не неделя, с пятницы по пятницу. И Трамп его умыл. Публично, говорит, Путин красавчик, он сдержал свое слово. Неделя, да, мало, но это хотя бы что-то. И тут с Трампом сложно поспорить. И тут с Трампом сложно поспорить. Так. Шелест будет продолжаться до ноября? Нет, я думаю, весной должно как бы немножко сворачиваться. Но там посмотрим. Посмотрим, что будет. Смотрите, давайте ориентироваться по блэкауту. Вы же знаете, моя позиция какая? Это должно было закончиться еще тогда. Вот этой черной зимы ее должны были подумать головой, мозгом и не допустить. Согласиться на энергетическое перемирие, пойти на какие-то там другие варианты взаимоуступок. Если в жару летом, июнь-июль это продолжится, то в жару этот блэкаут вообще будет невыносим. Он невыносим в холод, но он в жару будет просто ужасающим. Просто все будут на хлебе и воде, на печеньях галетах, понимаете? Не попить, не... это будет кошмар. Это антисанитария жуткая. Это просто ужас. Это еще страшнее. Поэтому, может, сейчас хотя бы подумают, да? Пока окончательно не завалили все. Поэтому я не думаю, что до ноября хватит сил. Ну, тыла так точно. В рейтинге IQ наша краина мрия оказалась еще ниже, чем в прошлом году 84-м из 137, а теперь самое страшное, Россия на 4-м, Иран на 6-м Россия, на 4-м Иран. Да. Ну, смотрите, рейтинги всегда субъективные, ну а чему вы удивляетесь? Чему вы удивляетесь? Ну, а что у нас, образование там, да, цвело и пахло? Новая украинская школа. А что сейчас? Вот вдумайтесь, 4 года. Это много. Вот, пишут, ничего не закончится, очень долго. Україна ж в 22-му перемогла, чому вони усе просрали? А больше хотели, лудоманы. Больше хотели. В 22-м действительно победила. И можно было оформлять победу. Можно было оформлять победу. Можно было садиться. Ну как? Можно было там... Смотрите, можно было прописывать условия, договариваться. Даже вот осенью 22-го надо было, вот это крайняя точка, говорить, все, стоп. Давайте, мы там вот внезапно атаковали, как бы вы из Киевской области с севера отошли, ну Харьков-то брали, то есть таким ударом внезапным мобильные группы, не был никто к этому готов. Из Херсона же тяжелое решение было. Вот надо было после этого садиться и, ну, опять-таки, это чуйка должна быть политическая. Ты должен понимать. Ага, то есть, а будет лучший результат? Но всегда же есть вера в лучшее. Всегда же есть этот миф, что завтра будет лучше, чем вчера. Что сейчас как дадут оружие, сейчас Байден, сейчас надавят. Сейчас это смотрится как цирк. Зеленский говорит, надавите на Путина, он обстрелял, он нарушил договоренности. Выходит Трамп, говорит, с воскресенья по воскресенье. До свидания. А чей это голос только что там был? Рютте? А с кем это ты? Владимир Александрович. Ребята, завтра... Вот смотрите. Ну вот если завершать, да? Вот мы говорили сегодня в эфирах с гостями и вообще там, да, и до этого, что все, надежд нет, переговоры пошли прахом, вот это все Абу-Даби, это вот ни о чем, ни о том. Послушайте, после сегодняшнего заявления Трампа о воскресеньях надежда на Абу-Даби есть. Знаете почему? Потому что
А Зеленского, он вообще, ну, игнор полный. Игнор полный. Все. Мы договорились, Путин выполнил. Да, мало. Да, люди страдают, но я сделал хотя бы что-то. А что сделал ты, Зеленский? Он призывает наказывать. Это отношение уже между Трампом и Зеленским и Путиным в этой тройке. Вы посмотрите, еще может так вывернуться, что Трамп нагнет Зеленского, а тот в Москву поедет на белом коне брать ее с наскока. Посмотрите. То есть пока вот это все складывается вот в такую очень интересную парадигму, а переговоры, вот эти завтра, послезавтра, ну завтрашние, они вообще пройдут о другом. Они пройдут о технике. Технике. Ага, ты так, отвели сюда, тяжелое оружие сюда, дроноводов туда, и все. Друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на сегодняшнем шуме. Пожалуйста, если досмотрели до этого места, если смотрите и с самого начала еще эфир смотрите, пожалуйста, поставьте лайк, напишите, что думаете. Увидимся с вами завтра. Берегите себя и друг друга. Добра и света, и